Мое рабочее место. Что опять мерзнешь, потом идешь домой, снова мерзнешь. Доброе утро, друзья. Настал период, когда я буду работать в первую смену. У меня состояние такое, как будто бы меня поезд переехал. Я иду по молу и понимаю, что в этом есть что-то прекрасное. Пусто, людей совсем нет, магазины еще закрыты, нет толпы. Мое рабочее место. Все смотрят, думают, как красиво, как здорово, рыба плавает. А я там плаваю, в принципе, вместе с рыбами. И никто об этом не знает. Но все очень сильно восхищаются, когда я там плаваю. Никто не знает популярную личность в лицо. А вот она я, русалка. Идет на работу. Иду вообще на работу и думаю, почему такая красивая, иду на работу. Я должна высыпаться, радоваться этому миру. Все, короче, я пришла. Сегодня буду вещать вам с работы. Hello, I'm mermaid. Никого нету, как прекрасно вообще. Только пингвины там. О, какие красавчики. Привет. О, стоят, сушат весла свои. Все. Персонал only. Эрл! Hello! How are you? I'm not fine. Early morning again. Yeah, How many days? 3. Tomorrow 2. All girls have 2, 3, 2, 3, 2, 3. I have 4. Today I have 2. And every day I have 3. Because I have extra show, I have filming. Yeah. It's not good. You're the... But salary same. Salary same. Why? The special mermaid, that's why you do the filming. Okay, if I special mermaid, I need more money. I'm not happy. Yeah, I'm straight. Улыбаемся и машем. Завяжу косы. Я себе их плету каждый раз, когда работаю, чтобы мне не мешали волосы, потому что они уже так сильно отросли. Я бы уже, конечно, сходила подстричься. Вот. Но надо поискать парикмахерскую. Всем такой еле заметный макияж. Подчеркнуть идеальные черты лица. Но блеск я нанесу уже, когда оденусь, потому что я все время вымазываю свои кофточки этим блеском. Я уже освежилась, так сказать. Одно шоу отплавало, рекламное. Я, конечно, была несколько недовольна. И меня принудили делать бэкфлип, кувырок назад. Я его не делаю, потому что у меня болит спина. Вкус может засечь вода в голову. Я помню, как-то одно время его делала постоянно в шоу своем, а потом я, когда испытывала неприятные ощущения в пояснице, я перестала его делать, потому что мы плаваем с грузами дополнительными. Хвост, костюм.
Это большая нагрузка. Это не делаю, но сейчас они меня попросили для рекламы. Он у меня еще получается такой корявый. Короче говоря, уж как есть. Нравится, не нравится, ребята. Будь добра, понравится, моя красавица. Следующее шоу у меня в 11:45. Переодеваться я начинаю за 20 минут до начала. Ну, то есть мне посидеть 15 минут. Еще 2 шоу поработать, и можно сваливать отсюда. Немножко подправлю макияж. За одно выступление нормально так смывается. Плюс клеиваются вот эти блестяшки. Поэтому каждое шоу поправляю свой макияж сценический. Боже, как я замерзла сейчас. И это я плаваю в теплом костюме. Я уже так хочу, чтобы скорее настала весна. Сейчас очень холодно. Когда тепло на улице, люблю всегда выходить на улицу между шоу. Успеваю согреваться на солнышке, снимать тапки, греть ноги на плитке горячей, прогретой за целый день. А сейчас такой возможности нет, к сожалению. На улице дует сильный холодный ветер, замерзнешь еще больше. Поэтому я жду те прекрасные моменты, когда будет уже тепло, и можно будет ходить, прогреваться. С флисовые костюмы, ты под низом начинаешь просто потеть, уже как в бане. Когда ты приходишь, переодеваешься, холодная вода тебе кажется прекрасной, потому что ты, наоборот, хочешь охладиться. Не так, что ты мерзнешь в воде, потом мерзнешь, когда сидишь, ждешь между шоу, потом мерзнешь опять на шоу, потом после шоу опять мерзнешь, потом идешь домой, снова мерзнешь. Короче говоря, вот это вот полуболезненное состояние тебя преследует, потому что ты не успеваешь прогреться, согреться. Даже даже так сегодня скажу, что вот ночью я спала, и среди ночи я проснулась от того, что, видимо, где-то в процессе моих движений во сне я раскрыла себя до пояса. Так я проснулась просто от жутчайшего холода, то, что у меня так сильно замерзло тело. Я накрылась одеялом прям с головой, и потом лежала, и пока я не согрелась, я снова не уснула. Ужас. Ужас. Я сплю в носках, я сплю под 2 одеялами. Честно говоря, я бы накрылась еще одним, потому что это икеевские тонкие одеяла. Я бы с удовольствием накрылась бы пуховым одеялом домашним, тяжелым таким, чтобы меня прям придавило, и все, вот это было бы хорошо. Вот. А так, конечно, без майки такой, которая плечи закрывает, ты не уснешь. Потому что холодно. Кондиционеры у нас дома только на охлаждение. Я их не люблю, в принципе. И дома, конечно же, отопления нет. Прогреть помещение не получается. Вот, поэтому я с такой вот период вот этой зимы, прям вечной мерзлоты, словила себя на мысли, что ну, если в Дубае мне так холодно, то какая разница, где находиться зимой, потому что в Бресте ты будешь мерзнуть, что в Дубае ты будешь мерзнуть. Только в Бресте тебе надо больше на себя одежды надевать. Ну, как бы в Бресте я и не ныряю в холодную воду каждый день. Короче, эти мысли. Ой, как вообще победить в голове свои мысли, когда ты думаешь, что вот, вернуться домой и не испытывать вот этих вот неприятных ощущений, которые ты испытываешь здесь, но здесь ты испытываешь приятные ощущения, когда тратишь деньги и что-то себе покупаешь, потому что в Бресте заработать такие деньги, ну, тяжело, чистыми. Приходится выбирать. Но когда у тебя есть обязательства, как у меня, выбирать не приходится, надо сидеть здесь. Покажу, во что я одеваюсь. Вот такой трак, чтобы не было так сильно холодно. Я выжимаю рукава этого костюма. Не такой холодный, мокрый. Шлейки от костюма черного нельзя, чтобы они торчали. Что я придумала? Заколками закалывать здесь 2 костюма, чтобы черный не виднелся, ну и чтобы это фиксировать, потому что во время шоу, во время движения, конечно же, он бы вылезал. Шортики надеваю,
Что они с кармашками, и в эти кармашки я кладу в каждую сторону по 6 килограмм веса дополнительно. Для того, чтобы я не всплывала. Сворачиваю, чтобы не было видно, опять же, черной этой полосы, фиолетовой, во время шоу, чтобы оно не торчало из хвоста. Дальше. Сеточка с блесточками. После первого шоу, конечно, все мокрое, не очень приятно одевать. Такая уж у меня судьба. Все это цепляется. Цепляется снизу, чтобы фиксировать шорты, потому что когда плаваешь под весом, они стягиваются вниз. А то, что иногда боди может расстегнуться, шорты потянутся вниз, и я плаваю с не очень приятными ощущениями. Это топ. Всё. Осталось надеть корону и закрепить это все заколочками. И последний штрих – это блеск. Все, макияж готов, костюм одет. В полном русалочьем обмундировании. Здесь 6 килограмм, и с этой стороны тоже 6, то есть дополнительно я кладу 12 килограмм веса. Это делается для того, чтобы мои легкие не надулись. И если, допустим, я резко пойду вверх, то мои легкие могут очень сильно травмироваться. Поэтому я кладу дополнительно вес. Таким образом я не всплываю. Вот мой хвост. Это максимум, который я могу вам показать. Доброе утро, день третий. Иду на работу. Третий день меня гоняют на дополнительные шоу с утра. Так мне девочка вчера и сказала, что раз ты работаешь в первую смену, значит ты будешь работать всегда на одно шоу больше. Все 3 дня я уже хожу, дополнительно плаваю. Я проснулась с огромнейшими мешками под глазами, опухшая вся. Я бы тебя забрала, но ты же понимаешь, что не в Дубае. Короче, противопоказано мне вставать так рано. Это все быстро отражается на моем лице, на моем настроении. Вчера после работы пошла покушала, была настолько уставшая, что прошла сразу домой, легла, пришла, думала, поработаю еще немного, а в итоге, короче, просто понимаю, что я прилегла и все, и меня клонит в сон, я хотела провалиться в подушку, но как-то до вечера вытерпела, там своими делами занималась. Не спеша, и все. А сейчас вот иду на работу опять. Сегодня опять коротенький день, но все равно 3 шоу. Холодная вода, все как обычно. Сегодня отработаю, завтра еще денек, и будет 2 дня выходных. Жду с нетерпением, когда эта первая смена у меня закончится. Идем погуляем, посмотрим, может кто-нибудь пришел уже из дайверов. Вот пришел один из дайверов. Привет, Джамил! How are you, my friend? I'm Good fine. morning. How are you? I'm good. I'm well. I'm sleeping. A Spider-Man. Like this? It's yours? It's not bad. Can you ask me, please, one question? Why I call you Spider-Man? Really? Because Please. Please. Because. I will show you. Yes, show me, please. Oh my god, oh my god. Because of this. It's not for kids. Okay. You have tattoo. Вот, ребята, реально, ну вот скажите, что здесь написано? Я ему говорю, тут написано I'm Spider, I'm Spider. Okay, it's of course it's a good joke, but it's truth. What is it? Is aspirer, expirer. And what it's okay. My English is not very well, but
What you mean? What it's right? Like, breathe in Ага. and breathe out. Короче, вдох типа выдох. И мы опять играем в любимых. Russian song, you know? Really. But you make it bad because I'm spider. I'm spider. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Hey! Короче, у нас тут весело. Who working with us today? Earl. Earl? Oh, yeah, my best team. Best team. Best team. How are you? I'm fine. Today my last day, and tomorrow I have the off. Day off again. Again? Day off And again. again. 2 days. 2 days again. 2 days again. Very nice. Very nice. Yeah, like So what's your plan on your day off? I will be sleep and sleep. Eat and sleep. Wow, that's Hello, very, Salim. very productive, huh? Oh, hello. Oh, my best team. Hello, good morning. Hello, how are you? I'm good. Good? Yeah, how are you? Good. I can Ready? go off Oh. tomorrow. 2 days. 2 days only. No, 3 times. Yes. Show. Only. But every day was extra show or filming. Почему он так радуется? You will be in my vlog in YouTube. You will be in my vlog, okay? No Wow. problem? Okay, no problem. It depends on the... Вот так вот, короче, все хотят бабла. Я тоже хочу бабла. Вот, короче, так весело у нас тут. Мне пора переодеваться, как раз вовремя пришла. Я думаю, что я смогу поделиться только теми выступлениями, которые были в аквариуме для всеобщего обозрения. А то, что мы делаем, конечно, каждый день, я показать не могу. Что смогу, то покажу. So